Мужик сидит дома, вдруг чувствует мощные удары в пол из квартиры снизу. Он идет вниз к соседям и стучит им в дверь. Открывает бухой сосед в каске и говорит ему: «О, привет, Серега, заходи, я батут купил». В ресторане официант подходит к столику. «Вот меню, пожалуйста». «Не надо. Лучше представь, что я твой лучший друг. Что посоветуешь? В 2 кварталах от нас есть рабочая столовая. Вот туда и посоветую». Мой дед до самой смерти в 105 лет во время каждой трапезы ел икру, курил сигару и пил хороший французский коньяк. 5 раз в неделю ел полукилограммовый стейк и выпивал бутылку старого итальянского красного вина. И даже раз в неделю по его просьбе мы заказывали ему 2 девушек. Отчего же он помер? Да мы его грохнули. Невозможно было дальше тянуть такие расходы. Случилось в одной местности засуха. Пришли люди к шаману, спрашивают, что делать. Тот им отвечает: принесите в жертву духом теленка. Сделали люди, как он посоветовал, а результата нет. Приходят снова к шаману. Принесли мы в жертву теленка, как ты говорил. В соседней долине дожди, а у нас по-прежнему засуха. Шаман им отвечает: тогда принесите в жертву духом взрослую корову. Снова люди последовали его совету, и опять с неба ни капли не упало. Приходят снова к шаману. Мы принесли в жертву корову, но засуха как стояла, так и стоит. А в другой долине дожди пошли. Так свою корову в жертву принесите, а не краденую. Урок пения в школе. Учительница вызвала Вовочку. «Каких ты знаешь композиторов?» Вовочка, конечно же, ничего не учил. Стоит и смотрит на соседа по парте. Тот взял книгу, стукнул по парте. «Бах!» – сказал Вовочка. «Правильно. Кто еще?» Друг вырвал из тетради листок. «Лист. Хорошо. Еще. Членников. Не членников, а хренников. А ты, Петров, ширинку застегни». Приходит мужик в кабинет психолога и говорит: «Все у меня в жизни хорошо, но не хватает острых ощущений. Как бы мне их получить и побольше? Все я уже перепробовал. И с парашютом прыгал, и с аквалангом нырял, и так далее. Хочется чего-то нового». Психолог говорит: «Заведите себе любовницу». «У меня их 3, отвечает мужик. «Не помогает». «Тогда расскажите о них вашей жене». Есть вещи, о которых мужчины могут разговаривать часами, женщины и машины. Есть фразы, которые они могут говорить об обеих. Классная, только жрет много. И все-таки, когда ты у нее первый, это льстит. Эх, видел бы ты, что я на ней вчера вытворял. Ты заглохнешь или нет? Да меня в ней все устраивает. Была бы годом выпуска посвежее. Новую хочу. С этой я уже зачпокался. Пожар. Из окон дома дым, пламя. Вдруг мужик из подъезда выбегает весь закопченный. Водой облился и обратно. Пожарные его не пускают. «Куда ты сгоришь ведь?» «Пустите, у меня там теща». Через некоторое время снова выбегает. Водой облился и снова в подъезд. Ему снова кричат: «Куда ты, дурья башка?» «Да теща ведь у меня там, теща! Ты ее вытащить что ли не можешь?» Наоборот, она вылазит, а я ее обратно в дом заталкиваю. Посадили Чукчу в тюрьму. В камере еще один мужик. Мужик: «За что посадили?» «Белого медведя удушил. 6 лет дали. А ты за что?» «Жену того. 8 лет». 8 лет, однако? За что? Там шерсти-то с ладошку. Муж собирает чемодан. «Ты куда?» – спрашивает жена. «Поеду в Иваново на заработки. Там бабы за одну ночь с мужиком 500 дают». «Ну, тогда я тоже с тобой поеду». «А ты-то там зачем?» «Посмотрю, как ты на 200 месяц проживешь». Старушки, приехавшие из провинции в Москву, разъяснили, как попасть в метро. Увидишь над входом букву «М» – спускайся вниз. Старушка увидела «М» над мужским туалетом и спустилась вниз. Подслеповато щурясь, спрашивает справляющего малую нужду грузина: «Сынок, это метро?» «Нет, бабуля, у меня полуметро, а вот завтра приедет дядя Сосо, вот у него метро». Крутой авторитет показывает гостям свой новый дом. Заходят в картинную галерею. Хозяин хвастается: «А вот эту картинку Ростропович нарисовал, а вон ту, зелененькую, Хворостовский намалевал.
А это вот Спиваков постарался. И еще вон ту в углу тоже. Один из гостей сомневается. Да вроде они типа музыканты. Вован, когда я говорю человеку «рисуй», он рисует. Летит самолет. Вдруг слышится неприятный хлопок. Входит стюардесса и обращается к пассажирам. Не беспокойтесь, у нас отказал один двигатель. Ничего страшного, долетим и на 2, но опоздаем на 1 час. Проходит полчаса, опять хлопок. Стюардесса входит и говорит пассажирам: не беспокойтесь, у нас отказал 2 двигатель. Долетим и на 1, но опоздаем на 3 часа. Еще через полчаса опять хлопок. Стюардесса входит и говорит пассажирам: ну вот, у нас отказал последний двигатель. Из задних рядов недовольный возглас: что нам теперь, всю ночь здесь летать? Вызвала женщина слесаря. Понимаете, у меня что-то случилось со шкафом. Когда на улице едет трамвай, двери слетают с петель. Может, петли заменить или смазать? Слесарь снял туфли, залез в шкаф и стал ждать трамвая, чтобы понять, в чем дело. Вдруг пришел муж, видит туфли мужские, подходит к шкафу, открывает дверь и видит: мужик, ты что здесь, скотина, делаешь? Гадом буду хозяин, не поверишь, трамвая жду. Идет волк по лесу, видит заяц без ушей. Волк: ты чего это? Да вот армию закосил, уши обрезал, меня и комиссовали. Блин, так мне тоже повестка пришла. Ну, Серый, уши у тебя маленькие, придется хвост обрезать. Обрезали хвост волку, его тоже комиссовали. Сидят вдвоем, празднуют отмаз от армии. Идет медведь: чего это вы? Один без ушей, другой без хвоста. Так мы армию закосили. Блин, так мне тоже надо. Посмотрели звери на медведя и говорят: уши маленькие, хвост тоже, придется яйки резать. Да вы что? Ну, тогда, Миша, шуруй в армию. Ладно, режьте. Отрезали Мишке его достоинство, пошел он на медкомиссию. Возвращается грустный, весь в слезах. Заяц взял у него заключение и читает: негоден, плоскостопие. Приказал король: кто проедет через секретную пещеру, тот получит полцарства и дочь в жены. Едет американец на Мерседесе. Вдруг выскакивает черт из-за угла и кричит: пись, пись, остановись. Остановился американец, съел его черт. Едет немец на джипе, выбегает из-за угла черт и говорит: пись, пись, остановись. Остановился немец, съел его черт. Едет русский на грузовике, выбегает из-за угла черт и говорит: пись, пись, остановись. А русский в ответ: да хоть обосрись, у меня тормоза не работают. Лес, узкая дорога, едет на своей кляче Д'Артаньян, навстречу ему Илья Муромец на коне. Д'Артаньян: месье, я подданный Великой Франции, вы обязаны меня пропустить. Илья Муромец: уйди, дурачок. Господин, я великий мушкетер, вы обязаны уступить мне дорогу. Уйди, дурачок, я тороплюсь. Месье, если вы не уступите мне дорогу, я буду вынужден вызвать вас на дуэль. Они уходят за кусты. Через 5 минут выходит из-за кустов Илья Муромец, вытирает меч и говорит: хулиганье, чуть глаза проволокой не выколол. В час ночи муж звонит на мобильной жене, которая гуляет на корпоративе. Алло, Люся. Коля, привет, это я, Марина. А что с Люсей? Да ее спать уложить пытаются. Позвони через пару часов. Ей что, плохо? Нет, Коля, ей хорошо, очень даже хорошо. Суббота. Евреи начинают расходиться из синагоги. К Сёме подходит Наум и тихо просит: «Сёма, как друга прошу, задержи Ребе на часика-полтора». «Зачем?» «Да понимаешь, у меня свидание с его женой. Ну как мужчина мужчину, ты ж понимаешь». Сёма, скрипя сердце, соглашается. Дожидается, когда раввин выходит из синагоги, и к нему: «Ребе, здравствуйте!» «Сёма, мы уже здоровались сегодня». «Я знаю, но мне надо с вами поговорить». «С чего это?» «Ну, у меня есть вопрос».
Какой вопрос? Ну хотел спросить, короче... Сёма, кого ты хочешь обмануть? Давай выкладывай, что случилось. Только по-честному. Бог всё видит. Ну если честно, Ребе, у меня есть друг Наум. Я знаю. И что? Он попросил меня задержать вас, пока он любит вашу жену. Сёма, беги домой. Я не женат. Приходит мужик к врачу и жалуется. «Доктор, помогите, пожалуйста, у меня не стоит». Врач посмотрел, покачал головой и говорит: «Придется ампутировать». Мужик вскочил, наорал на него и пошел к другому врачу. А там то же самое. Он уже совсем было отчаялся. Но друг посоветовал ему обратиться к знахарке. Приезжает он в глухую деревню. Видит, избушка вся перекошенная стоит. Он заходит, а там старуха сидит. Он ей: «Здравствуйте, бабушка, понимаете, у меня не стоит. Я всех врачей оббегал, а они говорят, ампутировать надо». Знаю я этих врачей. Все им ампутировать надо. Ну-ка встань на табуреточку, теперь спрыгни. Ну вот, видишь, и сам отвалился. Медведь, волк и лиса сели играть в покер. Перед началом игры медведь сказал: «Предупреждаю сразу, если кто-нибудь из вас будет мухлевать, буду сразу бить по хитрой, наглой, рыжей морде». Едут в машине муж, жена, тесть и теща. Останавливает машину ГАИ. Милиционер говорит: «Уважаемый водитель, вы первый, кто проехал этот участок дороги без ошибок. Вам премия 1000 рублей». Водитель: «Вот и хорошо, я на них права куплю». «Что? Вы еще и без прав?» Жена: Не слушайте его, что по пьянке не скажешь. «Что? Вы еще и пьяный?» Теща выскакивает из машины, убегает и кричит: Я же говорила, что на ворованной машине далеко не уедешь. Просыпается на заднем сиденье тесть, смотрит, все бегут и громко спрашивает: «Что, уже граница?» Мужик в ресторане подзывает официанта. «Любезный, а почему в моей тарелке волос?» Да вот понимаете, у нас шеф-повар однорукий, и делая ваши пельмени, он прижимал их одной рукой к груди, чтобы слепить, а грудь волосатая, может, где-то и попалась, извините. И это оправдание? Да это что, вы бы видели, как он перец фарширует. Женщина с маленьким сыном встречает на улице свою очень красивую подругу и говорит сыну: «Гриша, поцелуй тетю в щечку». «Нет, мама». «Гриша, я что тебе сказала?» «Мама, я сказал нет». «Ну-ка давай не упрямся. Почему ты не хочешь поцеловать тетю?» «Потому что папа вчера пытался ее поцеловать и получил пару пощечин». Сидят на ветке два воробья. Если бы у тебя была куча денег, что бы ты сделал? Купил бы мешок зерна и завел себе ласточку. А ты? Купил бы 2 мешка зерна и завел 2 ласточек. Мимо пролетает ворона. Эй, миллионеры, там за углом лошадь прошла. Летите быстрее, а то без горячего останетесь. Жена собирается на курорт. Нарядов набрала целый чемодан. Муж думает, гулять едет. Пока она вышла, вытряхнул платье из чемодана, положил свою теплогрейку. Жена взяла чемодан, уехала. Пишет через некоторое время: «Федя, все приличные женщины в кино ходят, на танцы, в рестораны, а меня в твоей теплогрейке по кустам затаскали». Пошли как-то налоговый инспектор, гаишник и таможенник в ресторан. Ну, наелись, напились, официант приносит счет, подносит счет налоговому инспектору. Тот возмутился: «Грабеж! К вам завтра придет налоговая проверка!» Официант испугался, подносит счет гаишнику. Тот также возмутился: «Да вы что, ваш директор на каждом посту будет задержан». Официант еще больше испугался, подходит к таможеннику. Тот изучает счет и говорит: «Ну что, документы в порядке, а деньги-то где?» Молодой моряк спрашивает у боцмана о том, как в условиях открытого моря можно справить любовную нужду, не прибегая к онанизму. Боцман отвечает, что моряк может воспользоваться специальной бочкой с дыркой. Моряк попробовал, понравилось. Спрашивает боцмана: «А как часто можно?» «Да, понедельник, вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье. Хоть круглые сутки. А в четверг что? А в четверг твоя очередь в бочке сидеть».
Кто с чем ходит в гости? Американец с чувством собственного достоинства, русский с бутылкой, француз с любовницей, еврей с женой и тортом. Возвращаются из гостей. Американец с чувством собственного достоинства, русский с синяком под глазом, француз с женой хозяина, еврей с женой и тортом. Что думают они при возвращении? Американец: не потерял ли я чувство собственного достоинства? Русский: пустит Светка или выгонит. Француз: там еще дочь хозяина осталась. Еврей: блин, там еще апельсины остались. Лев гуляет по лесу, встречает ежа. Эй, колючий, кто самый храбрый в лесу? Ты, лев. Лев довольно улыбнулся и идет дальше. Видит зебру. Эй, полосатая, кто самый красивый в лесу? Конечно, ты, лев. Лев гордый пошел дальше. Видит слона. Эй, длинноносый, кто самый сильный в лесу? Слон берет льва хоботом, перебрасывает через свою спину и зашвыривает в болото. Лев вылазит, отряхивается от грязи и говорит: ну зачем же так нервничать? Мог бы просто сказать: я не знаю. Жена мужу: дорогой, почему, когда ты за мной ухаживал, то часто дарил мне цветы и подарки, а с тех пор, как мы поженились, все это прекратилось? Дорогая, где ты видела рыбака, который насаживает наживку после того, как рыба поймана? Решили Василий Иванович и Петька слетать на Украину. Сели в самолет, полетели, но их застал шторм. Они потеряли курс и в конце концов их отнесло в Китай. Прилетают, выходят и видят целую толпу узкоглазых любопытных зевак. Тогда Петька говорит: ну что вы прищурились, самолета никогда не видели. Надыбали где-то американцы яйцо динозавра, в инкубатор, в лабораторию, короче, вырастили ящера, поместили его в зоопарк и началось. Жрать хочу, ему тушу быка здорового, пить хочу, ему бочку вина молодого, женщину хочу, ему самую дорогую женщину. Министр финансов прикинул бюджет и говорит: разоримся нафиг, давайте его русским подкинем. Сказано, сделано. В русском зоопарке. Жрать хочу, ведро варева в клетку. Сначала нос воротил, но деваться некуда. Съел, еще жрать хочу. Норма, пить хочу. Ведро воды из крана. Выпил, еще пить хочу. Норма, женщину хочу. Сторож офигел, думает: блин, животина заморская, еще помрет. Шимпанзе из соседней клетки пригласил, слушает. У динозаврика в клетке тишина, долго-долго. Решил проверить, видит картину. В углу зажался дракончик, над ним стоит шимпанзе и умоляет: ну зелененький, давай еще разок. Норма. Встречаются как-то два друга, а один из них грустный, хмурый и в руках что-то несет. Второй спрашивает у него: что грустный такой? Случилось что ли что-то? Да вот, в казино всю зарплату спустил. Ого, да мне бы жена за такое яйца оторвала. А что думаешь, я в руках держу? Попрощалась со мною потенция, зубы, волосы, пламенный пыл. Хорошо, хоть осталась деменция. Обоссался и тут же забыл. Помнишь, он все распинался. Люблю, мол, жить без тебя не могу. Но я ему проповедь зачитала по поводу того, что себя нужно любить и жить как в последний день. Это ты умеешь, да. Так этот козел через неделю бросил курить, пить, пошел в качалку, занялся собой, стал читать книжки, а через месяц послал меня нахрен. Такую убогую. Председатель колхоза вызвал отличившуюся доярку. Мне позвонили, что завтра приедут из центра и интервью у тебя брать. А что это такое? Точно не знаю, но на всякий случай подмойся. Приходит новый русский к стоматологу, садится в кресло. Врач, осмотрев ротовую полость, вдруг вскочил, схватился за голову, стал бегать туда-сюда и причитать: «Боже мой, что же делать?» «Док, ну чё там? Чё ты так нервничаешь?» «Да тут медицина бессильна, и что тут только можно придумать?» «Ну не томи, давай говори, что там?» «Да у вас денег дофигище, а все зубы здоровые».
Лейтенант ничего не знает, все делает. Старший лейтенант все знает, все делает. Капитан все знает, ничего не делает. Майор в курсе дел. Подполковник подписывает, но читает. Полковник подписывает, не читая. Генерал подписывает там, где покажут. У молодой пары долго не было детей. Им посоветовались ездить в Рим и в соборе Святого Петра зажечь свечу. Прошло несколько лет. Тот человек, который дал совет супругам, решил навестить их. Дома его встретила ватага ребятишек. «А где ваша мама?» – спросил он. «Мама в роддоме». «А папа?» «А папа поехал в Рим задуть какую-то грёбаную свечу». Умер портной Лёва. Прошло время, и его жена Циля решила выйти замуж за русского. Выбрала такого высокого красивого блондина Ивана. Первая новобрачная ночь. Легла она в кровать, заходит Иван. Разделся, стал возле зеркала, сложил кулак как гиря. «Скажи, Циля, а у твоего Лёвы были такие кулаки?» «Нет, не было». Он бицепсы сдавил и говорит: «Скажи, Циля, а у твоего Лёвы были такие сильные бицепсы?» «Нет, не было». Поворачивается боком. «Циля, а у твоего Лёвы были такие сильные ноги?» «Слушай, Иван, за то время, что ты здесь крутишься, мой Лёва мне бы уже поставил 2 палки и сшил дамское пальто». Рыцарь прискакал к даме на лошади и говорит кобыле: «Ты стой под балконом, если муж вернется с охоты, я спрыгну и мы сразу ускачем». Сам уходит. Через некоторое время раздается стук в двери любовницы. Рыцарь прыгает с балкона. Дама открывает дверь. Перед ней стоит лошадь и говорит: «Скажите хозяину, там дождь пошел, я пока в подъезде постою». Мужик попал на необитаемый остров, а мужик тут уж больно до женщин был охоч. Но кроме верблюдов живности никакой не было, а уж больно ему хотелось, что верблюда готов был. Но вот беда, он верблюда за уши на колени поставит, только сзади забежит, верблюд встает и уходит. Тут совершенно случайно над островом терпит крушение самолет, и оттуда выпадает совершенно обнаженная симпатичная девушка. Мужик ее ловит, не дает ей разбиться. Девушка в знак благодарности говорит: «Делайте со мной что хотите, подержите, пожалуйста, верблюда». Рецепт блюда для мужчин. Возьмите одну девушку, очистите ее от верхней одежды, используя вино или коньяк. Если девушка настоящая, то она вкусно пахнет и мыть ее уже нет необходимости. Выложите ее в постель, помассируйте. Можно использовать 10 грамм крема. Осыпьте ее поцелуями, добавьте комплиментов по вкусу. Жарьте 20-30 минут. Можно дольше. Периодически ее переворачивая до образования румянца на лице. Блюдо готово. Старый английский лорд приходит к врачу. «Вы знаете, доктор, я женился полгода назад на прелестной молодой особе, но она никак не может забеременеть. Может быть, что-то посоветуете?» «Сколько вам лет, сэр?» 75. А вашей жене? Ей 25. Вот что я вам посоветую. Возьмите вашу жену, наймите молодого секретаря и отправляйтесь на вашей яхте в путешествие месяца на 2-3. Вы знаете, морской воздух порой творит настоящие чудеса. Проходит полгода. Старый лорд появляется у доктора. «Огромное вам спасибо, доктор. Морской воздух действительно творит чудеса. Моя жена беременна». «А как поживает молодой секретарь?» – спрашивает доктор. «Вы знаете, она тоже беременна. Морской воздух творит чудеса». Приходит армянин устраиваться на работу и показывает свой диплом о высшем образовании. Его спрашивают: «Ну, где диплом-то купил?» «Что если армянин, то значит сразу купил. Подарили». Народные приметы. Если пчелы бьются об улей и падают, значит расцвел хмель. Если дым стелется по земле, вернитесь и выключите утюг. Если поднимается столбом, можете уже не возвращаться. И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Облака идут против ветра – к снегу, писать против ветра – к стирке. Если ласточки летают низко, значит жрут много. Молоко вдвойне смешней, если после огурцов. Как ни крутись, а задница всегда сзади. Лопнувшая резинка от трусов к большому стыду или у кого как.
Очередь у пивного ларька. Возмущенный возглас. «Почему не доливаете?» Продавщица, обращаясь к очереди. «Слышите, мужики, этот козел хочет, чтобы пива вам не хватило». Казаха, узбека и грузина отправили осваивать Марс. Приезжают через год, смотрят. У узбека дом, он бахчу организовал, арбузы выращивает, трудяга. У грузина дом, машина, он арбузы продает, коммерцией занимается. Казаху приходят, коттедж, мерседес, а сам он не работает. Его спрашивают, откуда? Да в местной налоговой работаю. Идет лев, смотрит, а на дороге прямо в луже заяц вдрызг пьяный валяется. Он стал, значит, взывать его к совести, мол, как не стыдно. А заяц спрашивает: «Ты кто?» «Я лев, царь зверей». «Ну вот иди и командуй своими зверями, а нас, рыб, не трогай». Царица объявила конкурс. Кто за ночь с ней сможет кинуть 20 палок, тому она отдаст полцарства, а кто не сможет, тому голову с плеч. Съехались мужики со всего света и давай напрягаться, но ни у кого больше 15 не получается. Много послетало голов. Но тут объявился неграмотный Ваня Печник из Сибири и принялся за дело, а считать-то не умеет. Поэтому, как закончит, палочку на стене рисует. Дошел счет до 18. Королева понимает, сможет ведь гад, а полцарства жалко. И начала она технично ногой, пока Ваня делом занят, стирать по палочке. Мужик рисует, она стирает. Мужик рисует, она стирает. Тут Ваня заметил это дело и закричал: «Так не пойдет!» Вскочил с постели, стер все палочки со стены и говорит: «Заново!» Прапорщик орёт перед строем. Кто вчера из увольнения пьяным пришел? Все, естественно, молчат. Прапор тихо звереет. Я вас спрашиваю, кто вчера из увольнения пьяным пришел? Наконец, один солдат делает шаг вперед. Я, товарищ прапорщик, пойдешь со мной похмеляться. Остальные направо. Плацдраить марш. В деревне лектор читает лекцию о вреде мяса. Вдруг раздается голос одного детка. «Правильно, от мяса ноги мерзнуть». «А почему вы так думаете?» «Да вот, к примеру, моя старуха нажарит утром яишенки с салом целую сковороду. Поем и ухожу косить. На обед таки приду, а она мне миску пельменей со сметаной и маслицем сливочным. Поем и иду в поле пахать до вечеру. А вечером опять полную сковороду подает, картошки жареной, с мясом опять-таки. Поешь, ляжешь в кровать, ну а агрегат и встает, а одеяло с ног слазить. Вот я и говорю, мясо оно вредное, от него ноги мерзнуть». Украинская деревня. Доярка Анька на приеме у гинеколога. Получает справку. «Доктор, шо вы мне тут написали? Здоровая. Написали бы маленькая, ну или как у всех». Приезжает с проверкой генерал из центрального аппарата, проходит с начальником по территории. Генерал говорит с упреком: «Полковник, а почему у тебя труба на котельной не покрашена?» «Виноват, устраним сегодня же». Идут дальше. «Полковник, а почему у тебя на газонах трава не скошена?» «Виноват, товарищ генерал, устраним». «Полковник, почему на служебных автомобилях шины грязные?» «Виноват, помоем». «Полковник, а почему ты во всем со мной соглашаешься? У тебя что, своего мнения нет?» «Мнение есть, выслуги лет не хватает до пенсии. Так бы я вас еще возле трубы нафиг послал». Едет паренек со студенткой в поезде. Ну, девушке, естественно, захотелось его. Она начинает подкрашиваться, намазываться, а парню пофиг, в телефоне лазит. Тогда она томно так произносит: «Ох, что-то скучно». Парень посмотрел на нее и предложил ей тоже в телефоне полазить. Она посидела, потыкала его, бросила и начинает паренька бедрами немного подталкивать. Ему пофиг. Продолжает в телефоне сидеть. Ну, она типа в вещах копается. И так станет, и так нагнется, и так повернется. Нифига. Тут уже студентка не вытерпела, срывает с себя кофточку и говорит: «Я тебя хочу». Парень аккуратно откладывает телефон в сторону и бормочет: «Ну что ж, лучше полчаса потерпеть, чем 2 часа уламывать».
Сидит вся семья за столом, едят вареники из общего жбана. Остается последний вареник, и вдруг выключается свет. А когда включился, то видят, что вареника нет. А теща покраснела вся и давится, кашляя. Она и говорит: «Сынок, похлопай». Зять, хлопая в ладоши: «Браво, мама, браво!» Летит из Америки в Россию американская ракета, а из России русская ракета. И вот они встречаются. Русская ракета: «Ты куда?» «К вам в Россию». «А я к вам в Америку. Давай по стаканчику за встречу». Выпили они по стакану. Русская ракета продолжает: «Ты как называешься?» «Я ракета дальнего действия с ядерным зарядом. А ты?» «А я атомная, типа хана США. Давай выпьем за знакомство». Выпили еще раз. Русская снова предлагает: «Слышь, а мы ведь когда долетим до земли, то взорвемся, и нас больше не станет. Давай за упокоение душ наших, по полной». Выпили по полной. Американская говорит: «Ладно, пора мне лететь дальше». «А на пасашок?» Выпили. Американская: «Ой, что-то мне нехорошо. Эх ты, идем, я тебя домой провожу». Попали звери в яму, сидят. Вдруг заяц угрожающе смотрит на ежика и спрашивает: «Кто пернул?» Лев: «Я. А что?» Заяц с восхищением поднимая большой палец: «Запах, во!» Старый английский граф взял замуж некую молодую особу. Дело доходит до первой брачной ночи. Граф зовет дворецкого Джона и просит подержать канделябр. Завершив свои дела, он спрашивает супругу: «Ну как тебе, милая?» «Не очень». Тогда граф обращается к Джону: «Джон, займите мое место, а я подержу канделябр». Когда Джон завершил, граф спрашивает: «Ну, милая, каково тебе на этот раз?» «Невероятно». Вот видите, Джон, как важно уметь правильно держать канделябр. Поймали людоеды немца, француза и русского и говорят пленникам: «Вот вам на троих 3 лошади. Ежели не научите их говорить, съедим». Делать нечего, берет немец еды всякой и уходит в джунгли. Через месяц возвращается, сам тощий, лошадь еле между пальмами пролазит. «Лошадка, ну скажи же что-нибудь!» И-го-го. С французом та же история, то бишь съели. Русский набрал бананов, ананасов и прочей тропической снеди, уходит в джунгли. Через месяц возвращается, физиономия шире плеч. Лошадь еле на ногах стоит. Дикари в ужасе. «Ты продукты на лошадь получал?» «Получал». «А чего не кормил?» «Как не кормил? Она только то и делала, что ела. Лошадь. Вот рындит, вот рындит». Бежит мартышка по лесу и кричит: «Кризис, кризис!» Выходит волк из кустов и спрашивает: «Ты чего орешь?» «Так ведь кризис». «Ну и что? Я как ел мясо, так и буду есть». Бежит мартышка дальше и кричит: «Кризис, кризис!» Выходит лиса из кустов и спрашивает: «Ты чего орешь? Так ведь кризис». «Ну и что? Я как носила шубу, так и буду носить». Бежит мартышка дальше молча и думает: «А чего я кричу? Ведь как ходила с голой задницей, так и буду ходить». Японец, грузин и русский едут в поезде. Тут японец достал самый навороченный телефон, вдруг раз и в форточку выбросил. «Ты чё, такая штука, а ты её...» «Да у нас дофига всего этого». Грузин достает арбузы, хоп, и всё в форточку. «Ты чё, такую вкуснотищу?» «Да у нас дофига всего этого». Русский хоп, грузина в форточку. 2 охотника идут по лесу. «Вань, а если за тобой медведь погонится?» «Побегу». «А он быстрее?» «Переплыву речку». «А он тоже переплывет». «На дерево залезу». «А он тоже». «Слушай, Коля, ты чей друг? Мой или медведя?» Колхозный конюх Петрович уже давно на пенсии, но все равно работает. Только последнее время толку от него мало, а выгонять не хотели. И вот для того, чтобы он не путался под ногами, его определили присматривать за племенным быком, чтобы тот не нарушал распорядок дня. «Приходи завтра рано утром, Петрович, и буди быка, а в 9:00 жду тебя в своем кабинете для отчета», проинструктировал Петровича председатель. На следующий день Петрович пришел к председателю
председателю и отчитывается. Бык проснулся в 7:00, в 7:30 поссал, в 7:40 оттарабанил белую корову. Ты что, Петрович, надо как-нибудь поскромнее. Ну, допустим, удивил белую корову. Понял. На следующий день приходит Петрович к председателю, докладывает. Бык проснулся в 7:00, в 7:30 сходил по-маленькому, в 7:40 очень сильно удивил белую корову. А почему очень сильно удивил? Да он просто черную оттарабанил. Девушка, а вы отдались бы мне за пару сотен миллионов долларов? Ну, да. А за 20 рублей? Да за кого вы меня принимаете? За кого принимаю, уже понятно. Осталось договориться о цене. Сказка. Было у отца 3 сына. Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. А что, отец болел, что ли? Почему? А что ж у него с каждым разом все хуже и хуже получалось? В колхозном баре собрались крестьяне. Тут в бар заходит молодой парень, новичок в общем. Увидел своих знакомых и давай с ними бухать по-черному. Смотрит, несколько ребят тащат на руках своего пьяного друга, ну и несут его в другую комнату. Он спрашивает, куда его несут? Да его отлюбят сейчас. Нет женщин у нас, понимаешь ли. Да ты ладно, пей, не обращай внимания. Вдруг очнулся этот новичок на руках у колхозников и видит, что его несут куда-то. Нет, меня не надо в другую комнату, не надо. Да успокойся ты, мы тебя уже обратно несем. В трамвай входит человек, ставит чемодан на пол, берет билет, оборачивается, чемодана нет. Граждане, отдайте чемодан. Оборачивается, нет чемодана. Граждане, отдайте чемодан, а то будет как в Одессе. Оборачивается, чемодан стоит на месте. Человек берет его и выходит из трамвая. Один не выдержал, подбежал и спрашивает: а как было в Одессе? Как? Не отдали чемодан. Утром жена говорит мужу: «Мне приснился сон. Стоит новогодняя елка, вся украшенная мужскими причиндалами. А мой там, наверное, на самой верхушке был. Самый большой? Нет, твой был самым маленьким, он под елкой валялся». На следующее утро муж говорит жене: «А мне тоже сегодня ночью приснилась новогодняя елка, вся украшенная женскими половыми органами». «Ну, наверное, моя там была самая маленькая, на верхушке как звездочка сияла». «Нет, в твоей елочка стояла». Едут в поезде украинец и еврей. У украинца кусок сала, у еврея кусок хлеба. Сало без хлеба не идет, да и хлеб без сала тоже. А делиться никто не хочет. Вот украинец и говорит: «Слушай, давай будем играть в карты». «Так у нас карт нету». «Так мы будем хлебом и салом играть». «А как это?» «Будем резать ломтиками вместо карт». На этом договорились. Еврей отрезает ломтик хлеба, кладет на стол. Хлеб. Украинец отрезает кусок сала, кладет на стол. Козырное сало. Кладет сало на хлеб и ест. Еврею тоже хочется, и он решается обмануть. Опять отрезает кусок хлеба. Козырный хлеб. Беру. Отправили на работы за территорию военной части 4 бойцов и прапора. После окончания работ построил прапор бойцов и считает: 1, 2, 3, 4. Нас было 5. Где 5? Ищем 5. Разойдись. Проходит 10 минут. Опять построение и та же история, та же команда. Разойдись, ищем 5. После 3-го построения один боец говорит: «Товарищ прапорщик, давайте я посчитаю, а вы становитесь в строй». Считает: 1, 2, 3, 4 и, показывая на себя, 5. Прапор подходит к этому бойцу, отвешивает ему подзатыльник и говорит: «Так это мы тебя, скотину, полчаса ищем». Валяется пьяный мужчина. Мимо проходит русская. Фу, нажрался как свинья. За ней идет немка. Вам плохо? Скорую, скорую. Идет француженка. Чей мужчина? Ничей мужчина. Такси. Попали 3 тетки в рай. Встречает их апостол и говорит:
Девочки, можете делать что угодно, только у нас тут маленьких утят много. Так вот, на них наступать нельзя, накажем. Проходит пара дней, одна наступила, раздался гром. Тетка видит, идет к ней апостол, ведет мужика, страшного прям караул, пристегивает их наручниками и говорит: ты наступила на утенка, теперь 100 лет будешь таскать этого мужика за собой в качестве наказания. Через пару дней вторая наступила. Ей еще хуже мужика привели. Настоящий Квазимода. Третья насмотрелась на все это, ходит на цыпочках, под ноги смотрит, на утят не наступает. Через неделю видит, идет к ней апостол и ведет мужика, красивого как Аполлон. Тетка рот открыла от счастья и говорит: «Боже, за что мне такая награда?» А мужик отвечает: «Не знаю, за что тебе, а я на утенка наступил». Познакомился как-то мужик с девушкой неплохой, переспали. На следующее утро девушка говорит: «Дорогой, это, конечно, все хорошо, но мне сегодня с мамой идти к гинекологу для теста на девственность». Мужик открыл бутылку из-под пива, вытащил с пробки резинку, поставил куда надо и уверил, что все будет хорошо. Пошла девица с маманей к доктору. Девица села в кресло, раздвинула. Доктор посмотрел и офигел. «Что, доктор, не девственница?» – заорала мамаша. «Девственница. Но я никогда не видел, чтобы здесь срок годности был указан». Учительница спрашивает класс: «Дети, как за один раз перенести наибольшее число арбузов?» Машенька тянет руку. «Я бы один арбуз взяла в правую руку, а другой в левую руку». «Хорошо, 2 арбуза. А 3 кто-нибудь сможет?» Петя тянет руку. «Я бы один арбуз взял в правую руку, другой в левую, а третий бы насадил на мужское достоинство». «Что? А ну быстро к директору!» Тут руку поднимает Вовочка. «Подождите, а я знаю, как перенести сразу 5 арбузов». «И как же?» «Я бы один арбуз взял в правую руку, другой в левую, а на мужское достоинство насадил бы Петю с его 3 арбузами». Василий Иванович и Петька пошли в заповедник. Василий Иванович говорит Петьке: «Давай белку украдем». «Да вы что, Василий Иванович?» «Давай, Петька, клади ее себе в штаны». Нечего делать, положил. Идут дальше. Вдруг Петька говорит: «Ой, Василий Иванович, не могу». «Терпи, Петька, терпи». Дальше идут. «Ой, Василий Иванович, не могу». «Терпи, Петька, терпи». «Не могу терпеть. Сначала, когда она приняла мою задницу за дупло, я еще терпел. Потом, когда она приняла мои яйца за орехи, я еще терпел. Но сейчас она потащила орехи в дупло». У молодой пары был петух, да не простой, а умный, и заметил муж, что петух на жену заглядывается, схватил его за вихры и ударил головой об забор, потом засунул его в холодильник. Час сидит, 2, 3, скучно без петуха. Открывает холодильник, а там сидит петух весь взъерошенный, гребень на бок, язык на плечо. Муж спрашивает: «Что с тобой?» Петух ему: «А ты попробуй этой курице ноги раздвинуть». Мама готовится к приему гостя. Маленький сын спрашивает: «Опять этот дядя придет?» «Да». «И снова мне придется спать на полу в кухне?» «Да». «Ох, и надоела мне эта половая жизнь». Муж приходит домой поздно вечером. Жена, учуяв запах спиртного, спрашивает: «Опять банкет?» «Да, дорогая». Увидев на щеке мужа следы губной помады: «И опять коллеги целовали?» «Да, дорогая». Когда муж разделся, жена с удивлением спрашивает: «Но почему на тебе женские трусы?» «Дорогая, ты у меня такая умная. Ну, придумай что-нибудь». 1 сентября. В 6 класс приходит новенькая учительница географии. Дети – бандиты. Стоят на ушах, срывают урок. Она в слезы и к директору. «Иван Иваныч, не могу, не знаю, что делать». «Молодо зелено, пойдемте». Входят в класс. Директор рявкает: «Здорово, аглоеды! Слабо вам презик на глобус натянуть». «Иван Иваныч, а что такое глобус?» «А вот об этом, дети, вам расскажет ваша новая учительница географии». У женщины всего 2 обязанности перед мужчиной. 1 – успокоить его, когда он нервный. 2 – нервировать его, когда он спокойный.
Собрал царь троих – русского, американца и немца. Ну, сказал, что отдаст полцарства и свою дочку, если кто пробежит по крокодилам, вырвет циклопу в пещере глаз и полюбит русалку. Ну, побежал американец по крокодилам. Опа, и его они съели. Немец пробежал по крокодилам, забегает в пещеру к циклопу. Начинают драться. Через минуту вылетает, побитый, весь в синяках, не дышит. Побежал русский по крокодилам, забегает в пещеру к циклопу. Дерется час-два, летит пыль, охи-ахи, непонятные звуки. Выходит через час, руки потирает и говорит: «Ну и где ваша русалка, которой глаз надо вырвать?» «Вовка, ты сколько вчера выпил?» «Да немного, скажи честно». «Ну ладно, на 10-й тост я решил, что хватит». «И что, остановился?» «Да, остановился. Считать». Приходит мужик к леснику и говорит: «Слушай, скоро Новый год, а ёлки нет, дай одну». «Ёлок нет, есть березы». «Зачем мне береза? Мне ёлку надо». «Бери березу». «Ну дай хоть сосну». «На, сосни и бери березу». Приходит студент на экзамен. Понятное дело, ничего не знает. Препод собирается ему вкатить 2 балла. Студент говорит преподу: «Давайте я 100 раз отожмусь, и вы поставите мне 3». Преподу стало интересно. Согласился, короче. Студент отжался, препод собирается 3 в зачете рисовать. Студент ему: «Давайте я по аудитории пройду на руках, а вы мне 4 поставите». Препод соглашается. Чувак проделывает свой трюк. Препод собирается ставить 4. Студент ему: «А давайте я обмочу вам голову, и будет пахнуть одеколоном, а вы мне 5 поставите». Ударили по рукам. Студент забирается на стул и мочится преподу на лысину. Тот трогает голову рукой, нюхает и говорит: «Вроде мочой пахнет». «Блин, ладно, ставьте 4». Мужчина кашляет в автобусе. Весь автобус на него смотрит в шоке. Кондуктор: «Мужчина, у вас коронавирус?» «Да нет, что вы, у меня туберкулез». «Слава богу». Бабулька приходит к врачу на обследование. Врач ее осмотрел, говорит: «Что-то сердечко у вас слабенькое. Знаете что, не ходите домой по лестнице пока». Через месяц бабулька проходит повторное обследование. Доктор: «Ну вот, сердечко окрепло, можете снова по лестнице домой ходить». «Ну наконец-то, а то я уже замучилась по водосточной трубе в окно лазить». На деревенской дискотеке играет ретро-музыка. Дед пляшет так, что у молодых челюсти отпадают. Подходит к нему парень: «Дед, ты как так танцуешь?» Дед, отдышавшись: «А ты с вилами в сенях повозись лет 20, сразу ритм поймаешь». Самолет падает. Штурман стюардессе: «Успокой пассажиров». «Уважаемые пассажиры, у нас экспериментальный полет. Сейчас мы нырнем в море, а потом полетим дальше». Удар, плавают обломки самолета и 2 одессита. «Жора, я не понял, они шо, улетели без нас?» «Мария, посмотрите, какая чудная сегодня ночь, как поют соловьи, как легкая дымка нежно укутывает в небе полную луну, мерцающим светом озаряющую ваш нежный лик. Какой вы романтичный, Николай!» «Ну конечно, 2 месяца кекса не было». Застрял русский в ліфті, нажимает на дзвонок, йому голос. Якщо ви розмовляєте українською, натисніть 1. Если вы разговариваете на русском языке, нажмите 2. Ну, тот с уверенностью нажимает 2. Ему голос. Шо, москаляка, застряв? Корпоратив в офисе. В темном углу женский шепот. «Коленька, а ты сегодня не такой, как в прошлый раз. И губы у тебя стали мягче, и руки смелее, и агрегат длиннее». Вдруг мужик отвечает: «Откровенность за откровенность. Я и не Коля вообще-то». Шеф повысил мне зарплату, когда узнал, что я дала своему сыну его имя. А мне тоже прибавил. Но за то, что я своему сыну не дала его фамилию.
Старенький профессор читает лекцию в экономическом институте. Робин Гуд отбирал деньги у богатых и отдавал их бедным. Со временем число лесных братьев увеличилось, и они, жалуясь на трудность своей работы, стали требовать для себя все больше денег и привилегий. Да и сам Робин Гуд привык к роскошной жизни. Начал носить одежды, украшенные драгоценностями, пить дорогие вина и ездить в красивой карете с наемной охраной. Денег, которые он отбирал у богатых, стало не хватать, поэтому пришлось взяться и за тех, кто победнее. Сначала у них изъяли то, что когда-то бесплатно раздали, а со временем начали отбирать и то немногое, что им удавалось заработать собственным трудом. Так о чем это я? Ах да, вот так, собственно, в трудах и невзгодах рождалась служба налоговой инспекции. Поехали мужики с новенькой секретаршей на шашлыки. Секретарша полезла в палатку переодеваться, одела купальник и спрашивает у мужиков: «Мальчики, а у вас на меня не встанет?» Тут Степаныч отвечает: «Да какая разница? Главное, когда купаться будем, чтоб в воде не встал. А то щука на такую наживку клюет, будь здоров». Поручик Ржевский катает Наташу на лодке. Наташа: «Ой, поручик, на правом берегу олени, как бы я хотела стать оленем». Поручик в воду смотрит. «Поручик, что вы там нашли?» «Да нет, так, ничего». Плывут дальше. «Ой, поручик, посмотрите, там за камышами лебеди плывут, как бы я хотела стать лебедем». Поручик в воду смотрит. «Поручик, что вы все в воду да в воду?» «Блин, раки, где же раки?» Лежит бегемот на пляже, спит. Подходит к нему медведь и начинает ходить вокруг него. Один круг проходит, второй. Бегемот проснулся, увидел медведя, вскочил в воду. Увидел медведя, вскочил и в воду по коленке зашел. А медведь за ним. Первый круг прошел, второй. Бегемот еще больше испугался и по шею в воду зашел. Стоит и думает: медведь не пройдет. А медведь подплывает к бегемоту и плавает вокруг. Тут бегемот не выдержал и спрашивает: «Медведь, что тебе нужно?» «Слышь, бегемот, вот бы мне таким хлебальником метку хапнуть». Сын пришел со школы. Учительница мне снова поставила двойку. Отец пошел в школу, заходит к учительнице, поворачивает ее задом, снимает с нее труселя и достает свой ремень. «Что вы делаете? Наказывать вас буду, чтоб сыну моему двойки не ставили». «Так это вы его должны наказывать, чтобы он хорошо учился, делал домашнее задание». «Я пробовал, не помогает». Вовочка объясняет разгневанному отцу, почему он получил двойку по арифметике. Учитель спросил, сколько будет дважды 3, и я сказал 6. А потом он спросил, сколько будет трижды 2. У него с головой проблемы, это ведь одно и то же. Я так ему и сказал. Мужик приходит в бар и видит, что на стойке стоит огромная пивная кружка, почти полная 100-долларовыми купюрами. «А это зачем?» – спрашивает он у бармена. «Это у нас тут прикол такой. Кидаешь в кружку стольник, я даю тебе 3 задания. Справишься – кружка твоя. А что за задание? Кидай бабки, скажу». Любопытство – серьезная вещь. Достал мужик стольник, кинул в кружку. Значит так, надо выпить бутылку текилы из горла и не сморщиться. У меня за стойкой бара сидит питбуль, у него зуб шатается, надо вырвать голыми руками. Наверху в квартире живет бабка, ей 80, мечтает еще разок покувыркаться. Вот тебе 3 задания. Ну нет, с этим никто не справится. Сидит мужик, пиво пьет, а самого жаба за стольник давит. Да хрен с ним, попробую. Берет бутылку текилы и, на удивление всем, вливает ее в горло, даже не скривившись. Приступает к следующим заданиям. Проходит пара часов. Этот же мужик просыпается и спрашивает у бармена: «Блин, башка трещит. Ну что, отдавай бабки. Вроде все сделал». «Напутал ты, мужик. Как текилу выпил, попёрло тебя. Вместо бабки ты чпокнул питбуля. А зубы? Зубы ты вырвал. Притом все. Только не питбулю, а бабке».